Здравствуйте, друзья! Сегодня я нарисую для вас испанские лодки и испанских котиков. У меня есть несколько референсов. Этот вид, только вместо котиков ребенок и девушка. Я их убрала, нарисовала котиков. Итак, друзья, когда будете делать карандашный рисунок, я прошу вас немного сократить вот эту часть с песком, потому что она пустая и неоправданно много места я для нее выделила. Вы можете либо немного опустить линию горизонта и дать пространство небу, облакам, либо можете увеличить и выдвинуть вперед лодки. И также можно вот эту часть, эти досточки тоже немножечко вот продлить сюда, чтобы тоже как-то это пустое пространство заполнить. Материалы, которые я использую в данном уроке. Первое — это бумага Sanders Waterford от St. Cuthbert's Mill, 300 грамм, среднее зерно, cold press. Пластиковый планшет или планшет из оргстекла. Кисти. Это несколько китайских каллиграфических разного диаметра и разной длины ворса. Несколько синтетических круглых кистей. Также колонок, тоже разных диаметров. Мастикин и веерная кисть. Цвета, которые я буду использовать, я напишу ниже. Под уроком вы можете прочитать. Поехали. Перед тем, как приступить к карандашному наброску, я подделала некоторые такие поиски, нарисовала котов, подумала про композицию. Я решила немного утрировать облака, направляя движение к центру, к котам, к лодкам. Также я разверну вот эти бревна, которые здесь лежат, в эту сторону. Здесь сделаю небольшое движение тоже сюда. Ну, сфокусирую именно на центре композиции, на котиках. Давайте приступим к карандашному наброску, вернее, уже к рисунку. Бумага у меня Sanders Waterford. Среднее зерно 300 грамм, склейка, размер 41 на 31 сантиметр. Сначала намечаем предметы, так очень бледненько, линию горизонта. Тут линия горизонта пойдет. Так, примерно тут у нас будут горы. Я их сделаю чуть-чуть повыше, чем они есть на референсе. Здесь будет главная лодка с таким небольшим уходом в перспективу. Тут будет еще одна лодка с небольшим наклоном к центру опять. Серая лодка. Пока только слегка, видите, намечаю, где какие лодки будут. Серая, потом белая. И еще одна белая. Там на дальнем плане боком стоит какая-то лодка. И самая высокая из всей этой композиции — это вот эта крупная правая лодка.
Она прям возвышается над всеми. Смотрим, где она начинается относительно этой лодки. Она начинается где-то здесь. Ну да, правильно. Так, деталями мы займемся позднее, пока просто намечаем. Вот эти доски мы развернем. Так. Линия берега. И здесь будут тоже лодки. Так, так, так. И теперь чуть подробнее можно прорисовать лодки. Вот у этой лодки какая-то сложная такая форма, но мне ее не видно, так как ее закрывают фигуры. Поэтому, наверное, я сделаю просто такую прямую лодку сверху. Вот. Не буду усложнять себе задачу. И примерно я нарисую высоту фигур, чтобы мне по фигурам определить размер кошек. То есть как-то вот так. Я вот по ребенку, наверное. Ребенок, вам это, наверное, делать не обязательно, уже потом посмотрите. Ребенок, вот, значит, кошка, ребенку здесь 4 года, значит, кошка будет ему по плечо где-то здесь. Сидячая у меня будет в этом месте. Вот такой высоты. Так. И вторая кошка, которая тянется. Вот где-то тут. Так. И третью кошку посадим сюда, чуть поменьше давайте она будет. У меня получился такой треугольник из кошек. Этих я решила уже. В принципе, можно при желании, да, сюда добавить еще одну, которая идет куда-то сюда. Ну, можете добавить, если вам хочется. Так вот, я наметила. И теперь можно более ярко, более подробно прорисовать. Сейчас я сотру здесь фигуру
ребенка и девушки. И начну прорисовывать. Пойдемте слева, чтобы не пачкать рисунок рукой. Обычно я всегда начинаю слева направо, так как я правша. Как-то так схематично. Отражение сразу от них я нарисую. Так. Вот пошла первая лодка. Там какой-то шум такой я нарисую. Непонятно, в принципе, что. Ну, какие-то там лодки. Надо подточить получше карандаш, чтобы он был такой остренький. Вот это необычная такая серая лодка. Брезент, которым она накрыта. Железные какие-то сваи. От этой лодки идут цепи к вот этой сваи. Ну, как это не сваи, колышки. Так. Повыше. Так, кошек я пока пропущу.
доски. Чуть подлиннее бок до этой лодки. У меня очень мягкий карандаш, и он сильно пачкает лист. Но чтобы вы видели лучше, мне приходится использовать его. Так, надо уточнять форму этой лодки. Такая довольно-таки сложная. Мне тут ее не видно за вот этим мощным таким. Так. Так, номерок. Подлиннее. Плохо видно. Там какая-то такая темнота идет. Ну ладно, уже не будем вдаваться в подробности. В принципе, это нам не важно. Толщины этих досок. Какие-то доски будут ровные, какие-то прям такие не очень. Но я думаю, это мы потом уже кисточкой прорисуем.
цифры. Ну, давайте я намечу цифры на... Там вот еще какая-то лодка. Слегка я ее намечу. Эти цифры можно потом уже нарисовать. Возвращаемся к основной лодке. Зеленую полоску нарисуем. Тут что-то на ней есть. Так, и готов. Я возьму фото котиков. Котиков рисую редко, поэтому не обессудьте. И теперь нарисую этого котика. Будет черный. С такими крупными глазами. Мы их можем потом белилами нарисовать. Да, даже не будем пока пытаться. Рисую белилами. Так. Хвост ему нарисуем тут. И третьего котика. Простят меня любители
котиков, если я что-то делаю не так. Вот он смотрит, как будто бы на них. В принципе, наверное, все. Сейчас я посимпатичнее вот тут нарисую эту линию. Там тоже будут какие-то цифры. За котами не видно. И так, форма гор немножечко такая посложней. Все, теперь я облегчу рисунок, возьму клячку и просто сотру эти самые темные линии и грязь. И мне захотелось нарисовать еще сюда одного котика. Так, с котиками у меня небольшие трудности. Я нарисовала его слишком мелкого. Вот сейчас увеличиваю, чтобы он был покрупней, чем вот этот, так как он все-таки на переднем плане. Вот как-то так. Итак, я достала лист из воды, положила его на пластиковый планшет. Дальше я накрою его хлопковым полотенцем. Все как обычно. Хорошенько протираю лицевую часть. Приготовлю подставочку. Даже подложу ее сейчас. Иногда буду ее подкладывать, иногда убирать. Возьму флиец из козы. Хорошенько его смочу. И смочу небо. Не доходя до гор.
Лодки я тоже буду обходить. И начну рисовать облака. Начну со светлых частей, как обычно, используя китайские каллиграфические кисти. Возьму их сразу 2 штуки, с более длинным ворсом и с более коротким. Возьму кадмий желтый, темный, можно взять сиену натуральную. И нарисую самые светлые, полупрозрачно, самые светлые облака. Те, которые кажутся белыми. Дальше я буду затемнять. Это может быть золотистая краска. Буду добавлять кобальт синий и карминовую. Вот такой серовато-голубоватый цвет. Он пока еще не самый темный в облаках, такой скорее средний тон, и не самый холодный. Более темный и более холодный у нас будет позднее. Так, уберу сейчас подставочку, чтобы облака не стекали вниз. Так, и теперь возьму побольше кобальта, индантреновый синий. Теперь я, наверное, возьму вместо золотистого кадмий оранжевый, он более плотный. Кадмий оранжевый, индантреновый синий светлый у меня. Еще кобальт синий. Поменьше воды, лишнюю воду я убираю салфеткой, тканью. Такими пока легкими движениями. Сильно не нажимая. В принципе, можно закрасить, она будет темней облаков. Вот эта вот деревянная часть лодки. А эта часть будет светлее голубого неба, так что мы его не будем закрашивать, эту часть. Так, и возьму еще более темный цвет, больше краски, меньше воды, индантреновый синий темный,
кадмий оранжевый. И возьму кисточку с более коротким ворсом, чтобы она набирала больше краски. Индантреновый, оранжевый, каплю карминового, чтобы она набирала больше краски и меньше пигмента. Ой, и меньше воды. То есть, чтобы у нас не растекались облака, были темными, сформированными, такими плотными. То есть, чем больше воды у вас на кисти, тем более светлые облака. А чем меньше воды, чем больше краски, тем, соответственно, более темные у нас получатся облака. Так, сейчас чуть-чуть этого золотистого добавлю. Это очень много фиолетового как-то получилось. Карминовая она была очень. Много карминовой добавила. Активный такой пигмент. Убираю лишнюю влагу от ткани. Помягче кисточку все же возьму. Сухой кисточкой можно подкорректировать облака. Можно взять синтетическую кисть. Эти же цвета, синий, индантреновый с оранжевым. Синтетической кистью получается лучше такие маленькие облачка прописывать. Сухой кистью еще подкорректирую, растушую там, где это надо. Индантреновый с оранжевым. Так, и теперь можно нарисовать голубые части. Возьму потоньше кисточку, цирулиум. У меня цирулиум от Маймори. Он такой чуть поярче, чем от Невской палитры. Так, где-то здесь. Наверное, слишком много воды. Слишком много пигментов. Чуть-чуть разбавим водой. Где-то там будет просматриваться. И здесь
активно будет просматриваться голубое небо. Еще цирулю. Я его делаю осознанно поярче, небо в смысле, чем на фотореференсе. Сюда облачко. Темных облаков тоже добавим. Отжатая кисть. И рисуем горы на дальнем плане. Я возьму железоокисную и кобальт синий. Можно каплю изумрудки. Захожу прямо на небо, чтобы горы растекались на дальнем плане. Вот сейчас подставочку подложу. Так, чуть-чуть больше изумрудки и железоокисной. Кобальт синий. И поскорей будем поторапливаться, пока лист у нас не высох. Чуть побольше кобальта. Железоокисный. Тут я буду оставлять такие непрокрасы, домики.
железо окисное, изумруд, кобальт. Можно взять мастихин, ой, щетка нам не нужна, и процарапать какие-то дома, отели. Город. Процарапывать надо, когда краска уже начинает подсыхать. Чуть-чуть. Не сильно, а то будет уже поздно. Ну, что-то такое среднее. Чуть более матовая краска начинает становиться. И все, мы беремся за мастихин. Так. Все, беру волос, ворс от кисточки. Хочу сразу нарисовать вот, наверное, эту лодку и эту, чтобы они соединились с дальним планом. Я возьму кобальт, оранжевый, нет, кобальт, охр и фиолетовый. У меня будет такой серый цвет. Значит, кобальт синий, охр и фиолетовый. Это белый, это мой белый. Чуть побольше охры. Вот там лодка, я ее тоже хочу сразу написать, чтобы они так соединились с дальним планом. Охрой фиолетовый, к низу потемнее. Так, ладно, к этим лодкам потом еще вернемся. Перейдем к этим лодкам. Так. Я нарисую только теневую часть этих лодок. Сейчас возьму другую кисточку.
возьму тоненькую китайскую каллиграфическую. Значит, я буду рисовать только теневые части белых лодок. Это те же кобальт синий, охра и фиолетовый. 3 цвета, которые дают мне подходящий серый. Побольше охры. Я там только намечаю какой-то намек на лодки. В принципе, уже понятно. Итак, что там лодки. Синих полосочек добавим. Какой-нибудь синтантреновый синий. Можно ультрамарин. Я возьму подставочку, чтобы вам было лучше видно. И у меня не так болела шея. И добавим туда каких-то красных оттенков. Можно взять прям алый или кадмий красный. Спасательный круг. Наверное, надо потемнее. Чуть-чуть синенького я добавлю, чтобы не такой яркий был красный. Возьму железоокисную с синим. Так. Еще синего. К краю я так все затемню. Красных полосочек. Потом мы еще добавим белила. Здесь сильное дребезжание, там можно разбавить водой. Переходим к отражению. Начну рисовать воду со светлых частей. Прямо так с отражения. Это у нас просто водой. Или можно оставить прям белым.
какие-то кусочки. Потом взять, ну, какой-то серый цвет с нашей палитры. Серо-зеленый. Такие горизонтальные линии проведу. Можно взять теперь потемней, индантреновый синий с каким-то вот красно-оранжевым. Так, сюда. Железоокисное с индантреновым синим. Там отражение от спасательного шара. У меня красноватый, железоокисный. Так, вообще я отражение чаще делаю вот такой плоской кисточкой. Сейчас не вижу ее у себя. Ну ладно. Так, еще возьму индантреновый. Так, теперь возьму еще погуще синий, железоокисный, чтобы нарисовать тень под лодками. Какой-то шум. Так, вода готова. Сейчас немножко добавлю вот сюда воды, чтобы у нас потом был плавный переход. От моря к песку. И нарисую, наверное, песок. Это будет первый слой. Я возьму охру, каплю карминовой. Побольше охры. Мы рисуем светлую подложку под песок. Как раз сейчас соединю с водой. Получится такой плавный переход.
можно добавить фиолетовый, охра с фиолетовым. Так, не закрашиваем только вот этот номер. Было бы хорошо, если бы эта лодка еще не высохла. Тогда бы мы ее соединили гармонично с песком. Но поздно. Небольшие непрокрасы я оставлю. Где-то можно чуть-чуть голубенького от неба добавить. Но все же больше теплых, потому что это передняя наша подложка. Более теплый песок. Затемнять мы его будем уже позже. Края начинают подсыхать здесь. Мне необходимо смочить лист с изнаночной части, с изнаночной стороны. Тут уберу эту границу на котике. Вдруг она мне помешает. Так, я возьму флейц и смочу вот эту нижнюю часть. Особенно углы, они высыхают в первую очередь. Далее с помощью веерной кисточки я сделаю набрызги на песок. Так, сейчас я прикрою небо. Возьму какой-нибудь фиолетовый с сиеной натуральной, с той же охрой. Так. Теперь просто можно сиену натуральную. Можно где-то водичкой. Ну так, не сильно, мы все равно будем закрашивать этот слой. Ну, чтобы фактурка песка, камушков все-таки была. Слишком много белого оставлять я не хочу. Так. Так, и теперь давайте рисовать. Самое приятное — это лодки и всякие детальки. Начну рисовать лодки со светлых участков, охра. Представим, что освещение у нас с этой стороны более сильное. Сделаем более светлую часть лодок. Например, здесь почти водой с небольшим количеством охры. Так. Сюда.
Есть. Так, и теперь добавляем кобальт синий и фиолетовый. Получается более серый цвет. Лепим форму. Эта лодка темная, видимо, за счет того, что тень от этой, поэтому нам надо будет ее потом затемнить. К низу потемнее тоже. Еще возьму. Так, добавлю охры. Вижу, что здесь от песка, возможно, такой желтоватый цвет. Тут потемнее сделаю эту лодку. Погуще возьму кобальт синий, фиолетовый, охра, больше кобальта синего, чтобы потемнее сделать цвет. Здесь, тут прям темная лодка. Мы видим, насколько она должна быть темнее, чем вот эта. И вот эти части боковые. Возьму ультрамарин, сиена жженая, чтобы потемнее еще получился цвет. Так. И можно, пока еще где-то не высохли лодки, добавить отделку. Я возьму бордовый или кадмий, может быть, красный. Чуть-чуть синего. Красный, синий, бордовый. Вот пока не высохла, тоненькой кисточкой хочу. Вот эту линию нарисовать. Чтобы она так мягко переходила в лодку. Так, теперь возьму сепию с ультрамарином, тоже густо. Или с каким-то индантреновым синим.
общем, главное, чтобы краски из тюбиков были. Либо очень хорошо увлажненные. У меня, правда, из кюветок сейчас, просто они предварительно сбрызнутые из пульверизатора. Сиена жженая. Так, там какие-то штучки. Так, также можно здесь сделать. Так, синяя лодка. Вернее, не синяя, а с этими синенькими полосочками. Так. Сейчас возьму краску из тюбика все-таки, свеженькую. Какой-то любой синий. Кобальт возьму, кобальт синий. Добавлю в него какой-то более темный синий, дантреновый, или вот у меня фаянсовый для этой лодки. Здесь потемней. Сепи можно немножко. Вот это серый. Так. Сепия с синим для тени. Сепия с ультрамарином, например. Для каких-то совсем таких теневых частей. Так, раскрасим вот эту серую лодку, оставшуюся. Можно взять прям серую пену сюда, добавить охру. Еще серой пены.
Так, и вот эту давайте. Тоже какую-то. Можно железоокисную взять с ультрамарином, с каким-то синим. Так. Сиена жженая, сиена натуральная. Темные части вот у этой серой лодки, серая пена. Так. Водичкой размою чуть-чуть. Полусухой кистью. Такие мазки. Подпачкать. Брезент давайте нарисуем вот этот. Серый с палитры. Так, посветлее. Так. Давайте нарисуем коричневые деревяшечки, на которых стоят лодки. Начну со светлых частей. Возьму мастихин. Тут можно процарапать. Так, и теперь возьму
более темный цвет, синтетическую кисточку, сепия, серая пена. Можно без серой пены, просто сепия с синим. В принципе, не важно, какие здесь цвета особо. Чуть-чуть затемню вот эту лодку снизу. Так. И нарисуем вот эту. Она у нас должна быть такая самая броская, просто водичкой. Знаете что? Ну, потом затемним вот эту лодку. Чуть-чуть придется затемнить. Так, здесь самая светлая часть будет. Дальше я возьму охру. Так, полупрозрачненько. Дальше такой более серый. Сиено-зеленая. Так, и теперь я возьму погуще сиено-зеленый и спущу ее вниз, как ржавчину. Так, наклоняю планшет. Нет, еще потемнее, можно взять коричневый. Или сепию в некоторых местах.
потемней здесь. И вот эту лодку тоже. И теперь вот эту часть, она почему-то, если, хотя здесь солнце, да, но все равно эта часть почему-то темнее, может быть, она просто грязнее, как-то более серая. Но не будем на этом заострять внимание особо. Нарисую как есть. Сейчас подсохнет. Тоже сюда добавлю ржавчины. Остальную ржавчину потом, когда подсохнет, мы сделаем фактурку. Хотя можно немного сейчас, немного потом. Я возьму мастихин. И мастихинчиком кое-где уже сейчас можно пройтись. А потом еще раз по сухому. И нарисую вот эту зеленую полосочку. Возьму у меня какой-то кобальт зеленый, что ли. Честно, даже не знаю, зелененький. Похолодней хочется. Добавлю кобальта бирюзового. Да, кобальт бирюзовый. Оп. Значит, так надо. Только я подумала о том, что где-то надо еще этот зеленый добавить. У меня падает кисточка. Ну, не знак ли это? Затемнить вот эту лодку надо.
Так, нарисую песок. Возьму кисть потолще. Так, возьму сиена натуральная. Сиена жженая. Фиолетовый. Как мы планировали, сделаю такие небольшие мазки, показывающие направление для глаз зрителя. Каплю карминовой. Так. Сиена натуральная. Подхожу прям к этому зеленому. Не делайте песок очень светлым. Он должен быть темнее, чем лодка, чем вот эта вот лодка сиено-жженая. Больше кобальта синего. Там более темный такой песок. Так, тут водичка. Тоже темный песок. Не знаю, какого цвета будет кот, поэтому я его так сильно не закрашиваю. Вдруг он будет светлый, хотя вряд ли. Кобальт, сиены. Так, вот такой песочек у нас пока получается. Возьму более темный, то есть сепия с синим, чтобы сделать под лодкой темную.
Так, здесь будут какие-то веревки разбросаны. Сейчас я попробую их процарапать, но царапать не получится. Этот серый. Синий сепий для тени. Так. Сиена жженая плюс сепия сюда. Сюда сиена жженая. Так. Вот это давайте попробуем. Кобальт синий. Так, добавим темненького синего. Этим же цветом тут. Смотрим. Теперь надо побрызгать на песок. Чуть-чуть здесь. Закрою сейчас вверх. Возьму веерную кисточку и побрызгаю. Какие-то серые цвета с палитры, голубенькие, может быть сепия. Если нет гранулирующих красок, то такой способ вполне заменит грануляцию. Так, водичкой тоже можно немножко чистой. Так, сейчас немножко этого котика здесь протру, чтобы не было вот этой линии жесткой, вдруг она нам потом помешает. Так, веревки.
Возьму сепию с синим. Так, под котиком сделаю тень. Если уж такую легкую тень под котиком. Так, давайте вот эти доски какие-то я сейчас нарисую уже по-сырому. Так, возьму кисточку пошире синтетическую. Возьму синий. Сепию. Они какие-то там где-то синие, где-то коричневые, крашеные. Чуть этого бордового я возьму, который мы использовали здесь. Серую пену, сепию, чтобы такой темный там где-то у нас получился. И немного воды, чтобы разбавить какие-то тут очень жесткие линии. Так, потом мы еще там поработаем. Нарисую буковки. Так, какую бы взять кисточку? Самая тоненькая. Это может быть линер. Это может быть какая-то вот такая. Но у меня была китайская каллиграфическая с очень тонким кончиком. И сейчас подставочка. Беру синий. Густой пигмент. Много воды. А мало воды, много краски, да? Так, и сейчас попробуем. Чуть побольше воды, а то совсем не рисует.
Мне эта кисточка не нравится, ей очень тяжело управлять. Возьму другую. Вот такую обычную, колонок, 4, можно поменьше даже. Угу, да, это лучше. Так, и вот здесь большие буквы. Так, и теперь возьму мастихин и еще немного подрисую фактуры. Так, сиена жженая. Прям вот так на мастихин можно нанести. О, еще вот эти буковки или циферки. Так, тоже синий с красным смешаем. Так, сейчас вернусь сюда, воспользуюсь любимым приемом процарапыванием. Так, тут у меня сепия с синим. Побольше вот этих колышек. Теперь детальки.
детальки, тоже сепия. Номер. Там тоже циферки. Так, ну, пора, наверное, к котам подходить, а то я все боюсь, их оттягиваю. Оттягиваю этот момент. Так, сейчас я открою фото котиков. Думаю, что этот будет черный. Просто как силуэт. Это будет серая пина. Немножко синего. Пока тут у меня не высохло вокруг, он очень хорошо растворится в пространстве и будет вне фокуса. Вот такой котяра. Уселся тут у нас зритель. Наблюдает. Так, рисуем теперь вот этого. Он тоже у нас будет такой черный. Сепия, синий. Так, где-то я добавлю водички. Так, чтобы немножко его сделать попушистей. Кот номер 3. Возьму такой серенький здесь. Можно просто водичкой. Сейчас я его залью водой. Мне хочется вот у этого тут что-то такое. Водички тоже. Так, этого, значит, я залила водой. Эту девочка у нас будет. Возьму сиену жженую, сиену натуральную. Как-то так, сюда. Сюда и теперь серый.
черный. Сепия с синим. И глазки, может быть, сразу сейчас нарисуем вот у этого черненького. Хотя ему тоже можно беленького сюда на грудку добавить. Так. И глазки очень тоненькой кисточкой. Желтенького, наверное, надо в глаза добавить. Такой кот получился. Глаза горят. Так, и последнего. Вот этого. Каким цветом его сделать? Он на референсе у нас рыжий. Не знаю, может быть, он рыжий у нас пропадет, потеряется. Можно его тоже пятнистым сделать. Попробую таким же трехцветным. Сейчас залью его водой. И добавлю сине-жженое где-то. Сиены натуральный. И вот черный сепия с синим. Ушки, например, черные. Ну, такие черно-серые. И густо-густо хвостик. Немножко подпачкаю лодку. Хотя она уже и так довольно запачканная, но тем не менее можно и еще. Теперь побрызгаю финальный раз. Так, еще хочется темненького мне добавить. Этого чуть-чуть подразнить.
Теперь белилами я нарисую мачты. Там на дальнем плане. Где-то отражение подкорректировать можно. Какой-то шум, где-то точечки. Так, и птичек. Они будут летать над котами с какой-то целью. Можно их поменьше было делать, не такими крупными. Так, ну я думаю, готово. Вот такие котики у нас получились. Летние котики в Испании на лодках. Благодарю вас за то, что вы досмотрели этот долгий урок до конца. Надеюсь, вы нарисуете со мной эти лодки, этих котиков. Всем спасибо, всем пока!